5 раз за последние 300 лет обычные люди, не ученые, не археологи и не правительственные экспедиции, случайно вскопали землю на своем участке и нашли то, что полностью переписало историю человечества. Сегодня мы разберем 5 невероятных находок, которые перевернули научный мир. Золотое кольцо с древним проклятием, вдохновившее Толкина на создание Кольца Всевластия, 24 подземных зала размером с египетские пирамиды, о которых нет ни единого слова в летописях, бронзовые маски с нечеловеческими глазами, следы цивилизации, о существовании которой никто даже не подозревал. Колоссальные каменные головы весом до 35 тонн, спрятанные в глухих джунглях. И гигантский подземный город на 20 тысяч человек, найденный из-за обычных пропавших кур. У всех этих историй есть одна общая черта. Профессионалы здесь ничего не искали. Все решили случай, лопата и обычный фермер. И чем дальше мы продвигаемся по этому списку, тем масштабнее становятся тайны, которые Земля прятала от наших глаз. Если все это было найдено абсолютно случайно, что прямо сейчас лежит прямо под нашими ногами? Графство Гэмпшир, Англия, 1785 год. Безымянный фермер пашет поле неподалеку от руин древнеримского города Силчестер, когда-то крупного административного центра Римской Британии. Плуг задевает что-то в борозде. Фермер нагибается и достает из земли тяжелый предмет. Это золотой перстень весом 12 граммов. У него 10 граней, на безеле фигура Венеры, а по ободку вырезана латинская надпись «Синициан, живи в Боге». Фермер не знал латыни и понятия не имел, кто такой Синициан. Он просто продал золото семье Чуд, владевшей соседним поместьем Вайн. Там перстень осел в частной коллекции как красивый сувенир. На 1,5 столетия о нем забыли. Все изменилось в 1929 году. Известный историк Мортимер Уиллер проводил раскопки в 130 километрах от этого места, в остатках римского храма бога Ноденса. Там он нашел свинцовую табличку с древним проклятием – «Дефиксио». На ней с грамматическими ошибками было нацарапано: «Богу Ноденсу Сильвиан потерял кольцо и пожертвовал половину его стоимости Ноденсу». Среди тех, кто носит имя Синициан, не позволяя никому из них обрести здоровье, пока кольцо не будет возвращено в храм. Уиллер сопоставил факты. Имя Синициан редчайшее для Римской Британии. Расстояние всего 130 километров. Очевидно, некий Синициан украл кольцо у Сильвиана, унес его, нанес поверх языческой Венеры христианскую надпись «Живи в Боге», но в итоге потерял в поле. Для расшифровки имени бога Ноденса Уиллер обратился к профессору англосаксонского языка в Оксфорде. Того профессора звали Джон Рональд Руэлл Толкин. Толкин лично посещал этот храм, изучал проклятие и возился с этимологией имени. Через год после этой консультации он начал писать «Хоббита», а затем «Властелина колец». Золотое кольцо, потерянное хозяином. Вор, названный по имени. Проклятие, преследующее владельца, и века забвения под землей. Толкин никогда не признавал это прямо, но совпадения говорят сами за себя. Провинция Чжэцзян, Китай, 1992 год. 4 фермеров из деревни Шиянь-Бэйцунь решили проверить местную легенду о бездонных прудах. Они арендовали насосы и начали откачивать воду. Вместо илистого дна из-под воды начали появляться идеальные, вертикально обработанные каменные стены. Пруды оказались рукотворными входами в гигантские подземные залы. Всего фермеры осушили 24 пещеры, высеченные в монолитной скале. Масштаб поражает. Высота потолков достигает 30 метров. Каждый зал поддерживается массивными каменными колоннами, сужающимися кверху. Внутри обнаружены мосты, бассейны и сложные водоотводные каналы. Но самое удивительное – стены. От пола до потолка они покрыты идеально параллельными бороздами. Линии долота везде нанесены под углом ровно в 60 градусов. Чтобы создать такой комплекс, древним строителям нужно было извлечь около 1 миллиона кубических метров породы. По объему это несколько египетских пирамид. Тысячи человек, работая круглосуточно, потратили бы на это минимум 6 лет. Куда исчез этот 1 миллион кубометров камня?
Никаких отвалов или следов транспортировки вокруг нет. Внутри пещер не нашли ни одного инструмента или бытового следа строителей. Китайская цивилизация скрупулезно документировала все – налоги, войны, стройки. Но в хрониках нет ни единого упоминания об этих залах. Судя по редким черепкам в Иле, пещеры создали около 2000 лет назад. Зачем тратить колоссальные ресурсы на мегастройку и полностью засекретить ее? Ответа у науки нет до сих пор. Провинция Сычуань, 1927 год. Фермер Янь Дао Чен чистил ирригационную канаву и откопал груду древнего нефрита. Находку передали властям, ее зафиксировали и благополучно забыли почти на 60 лет. В 1986 году на этом же месте рабочие случайно наткнулись на огромную яму. Внутри лежали тысячи предметов из золота, бронзы и слоновой кости. Но главное, там были маски. Научный мир замер. Эта пластика вообще не походила на культуру древнего Китая. У бронзовых голов были огромные оттопыренные уши, приплюснутые носы, тонкие рты и шокирующие глаза. У части масок глазные яблоки выступали наружу в виде трубок на 15 сантиметров. Слушайте, у меня вообще иногда складывается ощущение, что древние китайцы перед уходом на пенсию были обязаны закопать у себя в огороде что-нибудь масштабное. Ну правда, то армия из 8000 глиняных солдат, то пещеры размером с пирамиды, теперь вот маски с глазами-телескопами. Такое чувство, что если обычный китайский фермер сегодня выйдет просто вскопать грядку под огурцы, он случайно откопает чертежи космодрома эпохи Палеолита. Но если серьезно, вместе с масками откопали 4-метровое бронзовое дерево с драконами и 2-метровую бронзовую статую, крупнейшую скульптуру своего времени в мире. Все это богатство перед захоронением было намеренно разбито и сожжено. Это не было следствием войны. Это был масштабный, единовременный ритуальный акт. Эта неизвестная цивилизация получила имя Сань-Синьдуй. Она существовала 3000 лет назад параллельно с привычной культурой Желтой реки, но развивалась в полной изоляции. Около 1100 года до нашей эры Сань-Синьдуй внезапно исчезла. Возможно, из-за землетрясения, изменившего русло реки. За все время раскопок археологи не нашли ни одной строчки текста. Кого изображали эти маски с трубами вместо глаз, остается тайной. А теперь давайте закроем китайскую главу нашей истории и перенесемся на другой конец земного шара. 1862 год. Юг Мексики, штат Веракрус. Густые тропические джунгли. Местный крестьянин по имени Хосе Мильгар расчищал участок под плантацию сахарного тростника на лесистом холме Уэйяпан. Рубя мачете заросли и раскапывая податливую вулканическую почву, он наткнулся на гладкую каменную поверхность. Подумав, что под землей скрыт огромный перевернутый котел с золотом древних индейцев, Хосе позвал соседей. Вместе они несколько дней обкапывали тяжеленный валун. Но когда земля осыпалась, вместо сокровищ на крестьян уставилось человеческое лицо. Из земли на них смотрел колоссальный каменный портрет. Это была идеально высеченная из базальта голова высотой со взрослого человека и весом больше 15 тонн. У нее были приплюснутый нос, пухлые губы и странный головной убор, напоминающий шлем. Хосе не на шутку испугался, решив, что откопал застывшего демона, и власти надолго засекретили находку. Только в 20 веке, когда археологи начали масштабные раскопки в этих регионах, выяснилось, фермер Хосе Мильгар в одиночку открыл самую древнюю и самую загадочную цивилизацию Мезоамерики – ольмеков. Они жили здесь за тысячи лет до ацтеков и майя. Всего на сегодняшний день в джунглях найдено 17 таких гигантских голов, и каждая из них – это головоломка для науки. Самая большая голова весит без малого 35 тонн и достигает 3,4 метра в высоту. Каждая голова уникальна. У них разные выражения лиц, от суровых до слегка улыбающихся, и у каждой свой неповторимый шлем-корона. Это были прижизненные портреты великих правителей. Все они высечены из цельных глыб базальта. Но самое невероятное – это логистика древних людей. Ближайшие базальтовые каменоломни находились в горах Тустла. Это в 80 километрах от мест, где головы были закопаны. У ольмеков не было лошадей, быков и колесного транспорта.
Как они тащили 30-тонные каменные глыбы через топкие болота и дикие джунгли? Ученые предполагают, что их сплавляли на гигантских плотах по рекам, но сухопутные участки пути до сих пор остаются загадкой. Ольмеки исчезли около 400 года до нашей эры, не оставив после себя ни одной строчки текста. Простой мексиканский фермер хотел посадить сахарный тростник, а вместо этого выкопал мать всех мезоамериканских культур, о существовании которой человечество забыло на 2500 лет. Каппадокия, Центральная Турция, 1963 год. Местный житель затеял ремонт в подвале своего дома. Во время работы он обратил внимание, что его куры постоянно исчезают в небольшой трещине в стене. Они уходили куда-то и просто не возвращались. Мужчина взял кувалду, разбил кладку и обнаружил за ней темный рукотворный туннель. Спустившись туда с фонарем, он шаг за шагом открывал комнату за комнатой, уходящие все глубже под землю. Он нашел Деренкую, гигантский подземный город из 18 уровней, уходящий вниз на 85 метров. В случае опасности здесь могли автономно жить до 20 тысяч человек вместе со своим скотом. Подземный мегаполис был продуман до мелочей. Сотни жилых комнат, кухни с закопченными потолками, конюшни, винодельни и даже школы. 52 вентиляционные шахты, которые идеально работают даже сегодня. Сложная система колодцев, глубоких и изолированных снизу, чтобы воду нельзя было отравить во время осады с поверхности. Безопасность была абсолютной. Уровни перекрывались огромными каменными дверями-жерновами весом по полтонны. Закрыть их можно было только изнутри. Узкие туннели шириной всего от 70 до 80 сантиметров заставляли врагов продвигаться поодиночке, превращая их в идеальные мишени. Город начали вырубать в мягком вулканическом туфе еще в 8-7 веках до нашей эры. Им пользовались персы, римляне и ранние христиане, спасавшиеся от арабских набегов. Последний раз люди укрывались здесь в начале 20 века, а окончательно покинули город только в 1920-х годах. Сегодня в Каппадокии найдено уже более 200 таких подземных городов, многие из которых соединены между собой многокилометровыми туннелями. Под регионом буквально выстроена вторая подземная страна. И о ней никто бы не вспомнил, если бы не сбежавшие куры турецкого фермера. 5 историй. 5 случайных людей, у которых не было научного оборудования, только плуг, лопата, мачете и бытовая необходимость. Масштаб их находок рос по экспоненте от 12-граммового кольца до подземных залов объемом в 1 000 000 кубометров, скрытых цивилизаций, 35-тонных каменных портретов и городов на 20 тысяч жителей. Научной археологии едва исполнилось 200 лет. Спутники, радары и технологии лидар только сейчас начинают заглядывать под плотный слой почвы. Прошлые поколения оставили после себя невероятные монументы, которые они зачем-то тщательно прятали под землю, стирая любые упоминания о них в истории. И главный вопрос, который остается после этих историй: если все это мы нашли абсолютно случайно, просто перекапывая свои огороды, то что прямо сейчас лежит там, куда еще не добрался ни один плуг?